Хорошо, значит, начнем. Так, об RTC. Как я вообще с этим сам познакомился? Тема довольно-таки интересная. Меня очень она заинтересовала. Меня просто как-то, ну, как обычно, кто находит новую информацию, что учить дальше, как двигаться. Я просто проходил собес, и меня там просто спросили, знаете ли вы об RTC? Ну, я, конечно, был немного в ступоре, потому что я тогда об этом ничего вообще не знал. Вот. Но после этого начал вот интересоваться. И поэтому вот собрал тут ну, небольшую такую информацию про то, что это вообще такое, и будем сейчас разбирать, как оно и с чем его едят. Все-таки интересно же узнать, как люди друг друга, как работает Zoom, Google Meet, это тоже очень важно. Так, чат у меня пускай тут будет. Окей, все, тогда пройдем. Так все-таки просто это у нас или сложно? Если раньше вы работали с серверами, то раньше вы могли установить TCP-соединение между серверами. Это нужно было для соединения баз данных, доступ к баз данных, да, доступ к серверам очередей и многим другим полезным штукам. Браузеры у нас, к сожалению, так не умели, и это накладывало ряд ограничений. А самое главное из них – это отсутствие возможности отправления сообщения на клиент сервера. Для решения данной проблемы была придумана веб-сокеты. То есть была взята концепция у нас TCP, сокетов, обернута в дополнительный высокоуровневый протокол вокруг трафика, и у нас появилась как бы возможность в браузере открывать TCP-сокеты на другие компьютеры. Так вот, по сути, WebRTC это такая же история. Браузеры не могли принимать и отсылать UDP трафик, поэтому был придуман WebRTC. То есть за основу мы взяли Real-Time Communication как основной случай использования UDP. Также из-за того, что основной сферой использования WebRTC был Real-Time Communication, то браузер немного понимает и про это. А именно всякие кодеки, об этом мы еще поговорим, и вообще о том, как работать с аудио и видео потоками. И дополнительно к этому еще браузеры могут общаться конкретно с друг другом, то есть peer-to-peer connection. Может быть, вы слышали, об этом мы тоже поговорим. Можно тут увидеть, это практически, по сути, вот, это все, что надо нам. То есть мы создаем connection, TCP peer connection, создаем offer, ему description, отправляем просто нужные данные другому пользователю, ну и как бы соединение устанавливается. Но если мы посмотрим поглубже, то там возникают некоторые проблемы при работе с браузерами, проблемы всякие еще ICE, TAN, Turn, UTP, TCP, RTCP, это все тоже как бы очень важно для соединения. Но мы об этом поговорим. То есть вот у нас TCP, то есть WebRTC это куча кода, которые висят в браузере, и мы можем только вызвать внешний IP, который WebRTC нам представляет для работы с ним. О. Сейчас, вот это TCP, UDP, это у нас WebRTC, и к WebRTC, что-то забыл пролистать. Ну ладно, вот у нас WebRTC, и вот дополнительно браузеры знают, как работать с медиа и с peer-to-peer connection. Основные проблемы, которые мы сталкиваемся, ну, то, что это все как бы у нас под капотом, это черный ящик, мы там не можем прям сильно в этом всем копаться и все это разбирать. Во. И все как бы просто тогда, когда оно работает. А вот когда нет, это уже сложно. Нету всяких мануалов, инструкций, непонятно как дебажить. Приходится смотреть какие-то там дампы сетевые и всякое такое. Так, третья проблема у нас это SDP, Session Description Protocol. Это у нас огромный текстовый документ, на который жалуются из-за его огромности. И он там действительно очень огромный. Скрин бы приложил, но он бы тут просто не поместился даже на двух экранах у меня. Вот. Но он нам как бы весь вообще на самом деле не нужен, только тогда, когда нам надо дебажить. Во. Дальше. Stan, turn плюс NAT. Это тоже у нас интересная очень вещь, так как у нас весь интернет-трафик идет через NAT. Из-за этого у нас возникают некоторые проблемы при работе с WebRTC. Но об этом тоже попозже. Хардвер проблемы, так как он у нас всех разный, то подключается, то отключается и тому подобное. Ну и слишком много браузеров, как я об этом уже говорил.
тоже создают нам проблемы. Рассмотрим путь видеопотока от нашей камеры до чужого экрана. Первый этап — это у нас захват камеры. Для этого мы используем встроенный IP для захвата камеры. В данном примере будет только камера, но если передать аудио true, то можно будет получить и аудио. В данный момент у нас нет доступа к чистым байтам. Мы получаем только медиастрим на выходе. Для того, чтобы его использовать, надо прикрутить уже его к другому API. Сейчас. Ну, вот это поток. И мы рассмотрим, получается, каждый из них по отдельности. Вот это пример там, где мы используем только видео. И вот мы получаем этот медиастрим. Рассчитаем размер чистого потока. При 640 на 480, это 32 бита цвета и 30 fps, у нас получается, мы посчитав, получим, что у нас одна картинка будет 1,2 мегабита, то есть, да, мегабайта. Также эти картинки передаются 30 картинок в секунду, то есть получаем уже 36 мегабайтов за 1 секунду. Переводим в биты и получаем 288 мегабит в секунду. В итоге мы не сможем даже передать эти количество данных через локальную сеть, так как это огромный довольно-таки объем. И нам надо решать как-то эту будет проблему. Второй этап — это у нас кодирование. Нам надо сжать все-таки как-то этот наш поток, чтобы все-таки можно было его передавать. Можно предположить, что картинку, есть как бы JPEG. Каждую картинку можно сжать, и у нас получится уже объем меньше намного. Например, 1,2 мегабайта превратится в 123 килобайта, следовательно, 288 уже мегабит в секунду, уже на 28 мегабит в секунду. Это уже как бы можно передавать по локальной сети, но для интернета это все так же огромный объем. Так, но для этого как раз придуман кодек WP9. Если будет интересно, я про него чуть немного подробнее расскажу уже в конце. Ну а пока вкратце, он как раз направлен на сжатие в реал-тайм, и он есть в WebRTC уже встроенный. Он может сжать видео разрешением даже 1280 на 720, и вот этот размер уже намного проще будет отправлять по интернету. То есть это уже у нас как бы более-менее реально. Третий этап — это запаковка в RTP. Зачем, про RTP расскажу еще, зачем он нам надо и почему мы просто не можем отправлять закодированное видео. RTP у нас просто решает очень много проблем, которые нам бы пришлось решать вручную, если бы его у нас не было. Первый — это порядок. То есть тот, кто получает, должен обрабатывать пакеты в том порядке, в котором они были отправлены, иначе оно не будет работать. Вторая проблема — это время, а именно таймстампы для каждого пакета. Это у нас будет использоваться для синхронизации видео, аудио дорожек. Так как было неприятно, если видео или аудио спешило, или отставало, или, то есть, как бы, да, плохой user experience. Третья проблема — это треки. Из-за того, что мы их как бы в одном канале передаем, и видео, и аудио, то получатель должен их как-то разделять. А в современной спецификации WebRTC можно и по несколько аудио и видео передавать. То есть RTP добавляет идентификатор трека для различия. Также еще очень довольно-таки маленький оверхед у него. Он не очень нагружает систему. И дополнительно у него есть, я тут не добавил, дополнительно у него есть RTCP, RTP Control Protocol. Так как сети не идеальны, то пакеты могут теряться, и при этом надо как-то дополнительно согласовывать случаи, когда пакет потерян и тому подобное. То есть эти проблемы с пакетами тоже решаются. Четвертый этап у нас — это передача по сети. Сейчас. У нас получается, я расскажу про UDP и TCP протокол. Вот тут как бы можно видеть, то, что главный плюс UDP — это его скорость. Он довольно быстро передает пакеты. А главный минус — это уже тут тоже можно видеть как надежность. То есть в отличие от TCP в свою очередь заточен под соединение.
А подсоединение имеется в виду, что прежде чем начать обмен данными, данный протокол запрашивает подтверждение о получении от принимающей стороны и в случае необходимости отправляет данные повторно. При этом отправляемые пакеты данных сохраняют порядок отправки. То есть можно сказать, что передача данных упорядочена, в то время как у UDP она не упорядочена. За счет того, что выполнение надежной и упорядоченной передачи занимает больше времени, у него относительно низкая скорость. То есть у нас получается, что когда мы отправляем по UDP, у нас просто берет от браузера к браузеру, допустим, просто он начинает слать пакеты и все. А тот как бы браузер пока так, не согласовывает ничто и просто принимает эти пакеты, если хочет или не хочет, принимает там, всякое такое. Да, я тоже про это анекдот этот читал, про шутку. Не дошел. Сразу не дошел, когда разобрался с WebRTC и UDP уже дошел. Так, пятый этап. Распаковка RTP. То есть клиент у нас все получил, мы восстанавливаем порядок, восстанавливаем видео, достаем видеотрафик и отправляем в декодер. Декодер и энкодер, это тоже я про это немного сейчас расскажу. Шестой этап. Декодирование это у нас как бы обратный процесс. Данные разжимаются и на выходе мы получаем медиастрим с нашей веб-камеры. Также у нас нет доступа, как я говорю, к чистым байтам, но мы можем использовать просто готовые API для обработки. То есть один из этих готовых API это уже видеоэлемент. То есть мы можем взять видеоэлемент и ему передать этот медиапоток. Если у нас, в случае, если поток будет обрываться, то у нас просто будет последняя загруженная картинка отображаться, зависшая, и все. Ну, может быть, вы уже такое видели. Так, мы рассмотрели, получается, какой путь проходит кадр от нашей веб-камеры до чужого экрана. И теперь рассмотрим, какими способами можно соединять пользователей. Один из таких способов это у нас peer-to-peer connection. Сейчас, секундочку. Прошу прощения. То есть, как бы WebRTC, в принципе, был создан как раз для этого peer-to-peer connection. И именно вот тот код, который я вначале показывал, кусочек кода, он как раз создан для вот этого был между браузерами. Так, рассмотрим плюсы и минусы данного подхода. Это у нас end-to-end encryption. То есть, например, может быть, кто-то слышал, что у Zoom была проблема с кодированием, с шифрованием конкретно. И у них поток шел от клиента к серверу, от сервера к другому клиенту, но он не был зашифрован уже. То есть метод того, как от клиента к серверу, от сервера к клиенту, мы тоже рассмотрим. Но у них не шифровался, про это очень много жаловались, но они уже вроде это должны были исправить. Вот. Вторым плюсом будет то, что нам сервер практически-то и не нужен. То есть единственное, что нам надо, это передать можно передать, сервер использует только для обмена SDP, типа этот же SDP можно просто взять и там в чате Телеграма или Слака взять скинуть, пусть тот, кому ты скинул, он у себя его поставит, вы обменяетесь и установите соединение. То есть вот это плюс, это такой себе плюс на самом деле. Браузеры договариваются напрямую. То есть это меньше проблем по сравнению, если между ними был какой-то там сервер. Так, минусом это нам нужен стан. Про него тоже чуть позже. Также 15% звонков не пройдут без терн. И об этом мы тоже поговорим. Ограниченный функционал. У нас будут проблемы с тем, чтобы сделать запись. Это как бы можно, но тоже там это будет хитро-мудро. Вывести в телефонную сеть, то тоже у нас не получится. И он рассчитан, в принципе, на звонки между двумя людьми. При большем количестве уже будет довольно-таки проблемы. Там от 4 людей там уже... мы тоже поговорим об этих проблемах, но они серьезные. Так, рассмотрим, получается, теперь эти хитромудрые аббревиатуры. Stan, turn и dat. Получается, NAT это у нас преобразование сетевых адресов. Суть в том, что когда мы сидим в интернете, то роутер раздает нам интернет через один IP.
Даже если, есть подключено несколько устройств. Это и есть NAT, непрямая раздача интернета. Данная технология не даст кому-то, кто не с вами в одном роуте, даже попытаться подключиться к вам. Но из-за этого возникает проблема при подключении через WebRTC, так как при соединении двух браузеров у них нет внешних IP, к которым мы могли бы присоединиться. Для этого мы используем STAN. STAN у нас что он делает? Получается, оба браузера стучатся на этот STAN сервер и спрашивают у сервера, какой у него IP, из какого порта я к тебе постучался. Сервер возвращает им IP с портом, и если у нас простой NAT, то эти порты будут открыты и указывать на эти машины. Дальше они просто спокойно соединяются через эти порты. То есть как бы они работают за счет бага в NAT, так как NAT держит порты открытыми для экономии ресурсов. Нам, конечно, сейчас. Ну, бывает, конечно, еще корпоративные NAT. И их уже особенность в том, что она после того, как его прокалывают, так сказать, то уже закрывается. NAT это сразу же закрывается и не позволяет делать входящее подключение обратно. Это у нас NAT третьего типа. К счастью, нам стан сервера поднимать не надо. Уже есть бесплатные готовые стан сервера. В демо мы будем там их использовать. Специально есть библиотека, я покажу ее. Там и стан, и терн сервера. Ну, терн там пока нет, но стан хотя бы есть. И мы сможем к ним подстучаться и узнать адрес. Если мы не хотим использовать стан сервера, то подсоединиться сможем только по локальной сети. Так. Вот примерно тот путь, который... Вот у нас есть браузер, он спрашивает, какой у него IP, стан ему возвращает. В то же время второй браузер тоже сделает самое. Они как-то между собой обмениваются этими данными и уже смогут устроить поток данных между друг другом. Так, сейчас. Также у нас для звонков есть Turn. Это почти то же самое, что и Stan, но он начинает пересылать с собой трафик через себя. Он его никак не расшифровывает и не модифицирует. Особенность в том, что он будет использовать TCP протокол. То есть при использовании Turn у нас будет появляться большая задержка. Серверов бесплатных для Turn нет, и поэтому нужно либо самому на C++ писать, либо искать какое-то готовое решение. То есть да. Вернемся к теме peer-to-peer. То есть данная, как можно увидеть, у нас каждый абонент, получается в peer-to-peer connection, у нас каждый абонент звонит каждому другому абоненту. Это у нас делает так, что у каждого абонента n-1 звонков. Вот. То есть если там 4 человека в групповом звонке, то у одного из них будет 3 звонка с каждым. При таком соединении у нас возникают некоторые проблемы. Первое это то, что у нас будет n-1 декодер видео и n-1 энкодер видео. По сути, у нас декодеры и энкодеры, но их очень мало довольно-таки. У нас на телефонах их 1-2 штука, на компе 3-4. А если больше, то... Ну, а если использовать больше, то там будет использоваться мощности процессора для всего этого. То есть это будет очень ЦПУ нагружать. Сейчас это другое. По сути, каждый человек отправляет свое видео всем. Кстати, если отправить только аудио, то в принципе групповой звонок может и на 10 человек работать. Но вот уже 4, как я говорил, да, уже будет сложно. Давайте рассмотрим еще такую ситуацию. Вот, например, здесь мы. Но у нас, например, Full HD камера. И к первому участнику вот это у нас оптоволокно, ко второму у нас 3G и к третьему у нас 4G. То есть выходит так, что нам надо отправить 3 видео с разным битрейтом. Так как тот, кто ладно, с оптоволокном он сможет получить нашу картинку, но тот, кто с 3G и 4G, у них вряд ли хватит пропускной способности.
Сейчас на вопросы попозже немного отвечу. Так, так, ну вот, сейчас, да-да-да, про это я сказал. То есть в такой ситуации нам как бы надо будет кодировать видео 3 раза. Ну, а то и больше, если участников у нас будет больше. То есть тем больше, как делаем вывод, что чем больше участников, тем больше нагрузка на процессор. Поэтому рассмотрим другой способ создания группового звонка. А это, это вот случай, в котором мы нам приходится отправлять, например, 4000 килобит в секунду одному юзеру, который оптоволокно, тому 2000, тому 500. И получается, нам 3 видео придется делать. Рассмотрим серверную конференцию. Принцип тут практически тот же самый, но для каждого участника у нас только одно плечо, а это сервер. То есть в данной ситуации у нас канал не будет страдать так сильно, даже если у нас 2 участника с слабым каналом. То нам не нужен так много мощности на каждом клиенте, чтобы кодировать это. Но все-таки идеально здесь тоже есть свои проблемы. Например, у одного участника 3G канал. По сути, мы эмулируем вместе с сервером звонок 1 на 1, и потом сервер этот поток отправляет другим пользователям. Но поток других пользователей с высоким битрейтом просто не пролезет к нему с 3G соединением. То есть тут либо мы убираем поток видео других пользователей, либо ставим у всех 500 битрейт. Ну, где-то 500 там, для того, чтобы он мог его принимать. Вот. Для того, чтобы нам решить это, нам надо будет использовать симулькаст. Ну, это один из способов решения, это симулкаст. То есть юзер будет отправлять несколько видео с разного качества, а в свое время сервер уже будет сам определять, типа, какое видео кому отправить. Для этого у него будут встроены какие-то свои сетевые механизмы для этого определения. Хотя можно и, наверное, даже может и лучше будет реализовать так, чтобы юзер мог сам выбирать, какое видео он хочет себе принимать, какого качества. Потому что из соображения экономии мобильного трафика или экономии батарейки просто, если он там с телефона или с ноутбука. То есть тоже. Так, плюсы. Вот, то есть тут сервер уже сам определяет. Плюсы и минусы у нас симулкаста. Это лучше работа с разными сетями, именно решение проблемы, про которую мы уже говорили. Возможность ручного управления потоками, а именно возможность менять их в процессе работы. Так, минусы. У нас появляется потребность в большом количестве энкодеров, которых не может быть у клиента. И второй минус – это дополнительный исходящий канал. Потому что кроме одного видео в разрешении 1,5 мегабита, например, придется ссылать 1,5 мегабит и половинку мегабайта. Из-за этого канал будет больше нагружен. Так, рассмотрим некоторые проблемы, которые у нас могут возникнуть при работе с WebRTC. Первое – это у нас Renunciation. Вещь довольно непредсказуема и создана для того, чтобы включать и выключать, например, дополнительные видео и аудиопотоки. Допустим, первый клиент решил включить видео, и в этот момент второй тоже одновременно с ним включает видео. Из-за этого может пройти у сервера конфликт, так как к нему приходят два описания новых конференций, которые ему нужно применить. Решается это тем, что сервер делает так, что когда первый юзер хочет сделать renunciation, то он спрашивает, есть ли свободный слот. Это не тот слой. И есть ли свободный слот. Так, и второму же юзеру говорят подождать, пока слот не станет свободным. Второго юзера это будет, например, выглядеть в виде заблокированной кнопки, типа включить видео. Может быть, кто-то тоже с таким сталкивался. Раньше такое использовалось. Вот, но есть тут пока кусок кода, который реализует у нас Perfect Negotiation. Это у нас более такое современное решение. Тут получается, когда у нас приходит первый negotiation, то сервер переходит в состояние, когда у него есть удаленный SDP. То есть это получается не состояние stable.
А когда проходит второй SDP, то мы проверяем, в каком состоянии он находится. Если у нас это не stable, то мы говорим серверу остановиться, остановить renegotiation и сделать его снова. И получается делать новый renegotiation и рассылать SDP по обоим клиентам, которые его запрашивали. Так, второй момент, с которым у нас могут возникнуть проблемы, это уже объем трафика. То есть, если у нас там, допустим, конференция где-то на 50 плюс человек, то у каждого канала будет уже крайне ограничен в такой ситуации. Допустим, это 20 мегабит входящего трафика. И надо сделать так, чтобы трафик от каждого из клиентов не превышал более этих 20 мегабит. Мы можем использовать в данной ситуации вот этот кусок кода и сделать ограничение на каждого нового клиента в данном, например, 5 мегабит. И запускаем максимальный битрейт на каждого. То есть вошло 10 клиентов, у каждого будет 500, вошло 20, будет у нас уже 250. Так, и сейчас перейдем сразу к темам. Тут примерно то, как оно работает. Сейчас, секунду. То есть вот у нас есть, получается, клиент 1, клиент 2. Клиент 1 у нас будет, он создает TCP connection и передает ICE сервера. Второй клиент то же самое делает. ICE сервера это у нас получается JSON с доступными stan и turn серверами, которые мы будем получать с помощью библиотечки. Вот. И у нас получается, устанавливая local в этом RTCP connection, local description устанавливается как наш поток видео с нашей веб-камеры. Вот. И эти данные уже передаются, создается оффер и передается ICE кандидат. И передаваться это может, как я говорю, например, у меня будет использовать это через веб-сокеты, через библиотеку Socket.io. Вот. Потом у нас второй клиент, он берет именно этот оффер, он устанавливает его как remote description, добавляет этого ICE кандидата первого клиента к себе и устанавливает, получается, local description свой стрим, как тут он устраивает, то есть устанавливает свой стрим и создает уже ответ на этот оффер и отправляет его вместе со своим ICE кандидатом. И первый клиент у нас делает примерно то же самое. Он добавляет ICE кандидата к себе и устанавливает remote description как ответ. И у нас уже это все, и у нас устанавливается прямое WebRTC соединение. Так, давайте сейчас попробуем это все сделать. Я, наверное, сейчас быстренько отключу веб-камеру у себя на стриме, потому что я боюсь, что, возможно, возникнут какие-то проблемы с этим. Не знаю просто, как оно может работать. Секунду. Так, все, пока это убрали. Так. Запустим. Сейчас я запущу быстро сервер. И запущу клиент. Так. Сейчас оно подгрузится. Я сейчас покажу пока, как оно работает. Это мой проект, который Performance Goal. Тут я пока установлю. Тут ничего такого особенного. Дизайн тут не очень сильно доделан. Заходим сюда. Тут мы сделаем то же самое.
Вот, у нас получается уже у нас два этих браузера соединены в одном, получается, сокете. Что мы делаем? Создаем комнату, как-то ее называем, и вводим какой-то пароль. Создаем. Угу. Сейчас, секунду. Все-таки, походу, стрим ломает это видео. Надо было до этого проверить. Это, конечно, печально. Странно, на что-то. Попробуем зажониться. То есть разрешаем. Вот у нас мы когда берем, получается, хотим взять у юзера видео и аудио, то оно так выскакивает вот это оповещение. Без него мы никак не можем снимать. Это, ну, обычная безопасность. То есть вот у нас стрим все ломает. Это очень интересно. Может быть, оно из-за этого ломает. Сейчас я посмотрю. Да, все-таки стрим не позволяет нормально все сделать. Сейчас, секунду. Я проверю. Так. О. Все-таки, походу... О. Все, ладно. Это сцена. Вторая сцена у меня на стриме ломала просто. Она забирала, получается, видео, и есть такие проблемы. Вот тут уже вот проблемы с WebRTC, то что оно пытается видео раздавать не только на браузеры, но еще и на Twitch приложение. Из-за этого оно начинает свои приколы, получается. Тут еще, конечно, ну, доделать можно дизайн, всякое такое, но, по крайней мере, уже тут видно. Я не буду больше, чем 3 человека добавлять. Я боюсь, что из-за этого может стрим лечь. Потому что, когда я подсоединяю 4 человека, у меня там процессор загружается на 100%. Из-за того, что я одновременно и... То есть, если 4 браузера включаю, и на них я отправляю и получаю видео, то получается это 8 энкодеров, декодеров. У меня просто процессор начинает с ума сходить. То есть, например, тут уже видно то, что Chrome немного напрягается, например, высокое энергопотребление уже. То есть peer-to-peer connection довольно-таки напряжный. Ну, это самый у меня простой пример такой. Пока что еще кнопку мута и кнопку выключить видео я не добавил. С этим надо будет разобраться, как делать это в peer-to-peer, потому что на сервере можно просто отключить, ну, отправить запрос клиента на сервер, типа я хочу остановить поток там, и оно остановит поток. А тут немного надо по-другому. Вот. И все, вот я выхожу, и у меня получается, когда я выхожу из комнаты, то у меня эта комната просто удаляется, ну, когда никого нет в комнате. Рассмотрим немного код, который... Сейчас. Код, который тут написан. Вся у нас суть происходит в сервере и в хуке в UseWebRTC. Тут вся магия у нас подсоединения. Когда я захожу на основную страницу, то есть основная страница это у нас сейчас вот эта вот страница, у нас уже подключается к сокету. Сокет этот у нас вот он. И у нас запускается Share Rooms. Share Rooms Info. А он у нас уже в свое время... Надо бы, конечно,
интересная логика, но он просто, можно сказать, возвращает доступные комнаты. Просто я использую тут для комнат MongoDB. Ну, конечно, я думал, что, наверное, лучше будет использовать какой-то, как его, Redis. Вот, так как у него есть, он через оперативную память работает, а комнаты как раз работают тогда, когда кто-то в ней находится. И оперативная память бы уже была быстрее. Но я вообще фронт и бэк не прям так сильно шарю. Так что то, что уже хоть тут работает что-то, уже отлично прям. Так вот. Вот у нас шарятся все комнаты, мы их получаем, вот тут они у нас выводятся. Вот, и дальше у нас что происходит, когда мы нажимаем кнопку Create New Room. Вот мы сейчас создадим еще, здесь работает, да, создаем комнату. Вот, и у нас пока что нету никакого RCP-соединения, у нас есть только мы. Это, ну, код я потом скину, наверное, гид, запушу последние изменения, там можно будет посмотреть, может кому-то будет интересно. Вот, у нас вот есть этот local video, и мы, получается, тут устанавливаем, здесь сейчас этот кусок кода. Вот, у нас срабатывает этот use-effect, у нас берется наш user media, то есть именно в этот момент происходит то, что выскакивает этот поп-ап, который показывает нам то, что хотим ли мы предоставить доступ к своему видео и аудиопотоку. Тут мы можем разные параметры настраивать. То есть тут, по крайней мере, я вот выставил вот так вот, чтобы 1280 на 120, чтобы он сильно не напрягалось. И добавил аудио. Я беру этот, добавляю его к себе. Это local video. Ставлю ему звук 0. Ну и вот устанавливаю этот медиастрим как source object для видеоэлемента. То есть local video element у нас это... Так, local video element это у нас ссылка, реф на наш видео, который вот тут. То есть вот тут у меня видео, и на него у нас реф. То есть мы заджойнились, начали стримить саму себе, посмотреть на свою вебку. Дальше. Что происходит у нас, когда пытается кто-то подсоединиться второй. То есть вот у меня выводится, ну тут название комнаты, это количество людей в ней. И мы просто вводим пароль и присоединяемся. Тут уже происходит та магия, которую я показывал на вот этой презентации. Вот тут. То есть тут примерно вот то же самое происходит. Начинается, получается... Сейчас, секунду. То есть юзер коннектится, и митится, получается, и у нас срабатывает join. Он пытается приконнектиться в комнату. Тут у нас проверяется на то, что есть ли комната, приконнекшен ли он к ней, вообще присоединен ли он к ней. Это все то же самое. Вот тут, например, у меня происходит так, что сейчас. Не, у меня офер создает. Тут, в принципе, не важно, кто ансвер, кто офер создает. Но у меня офер создает уже тот, кто приконнектился. То есть, и вот у меня в комнате, к которой мы присоединяемся, у меня мы проходимся по ней, и каждому клиенту, который в этой комнате, триггерим событие at peer. И отправляем сокет текущего пользователя, который у нас будет присоединяться. И говорим, ну и тут еще дополнительный такой флаг о том, что он офер создает или нет. Вот. Тут уже конкретно этому клиенту мы тоже добавляем peer, и он уже у нас создает офер. То есть вот он джойнится у нас конкретно в WebSocket уровне, и опять эти комнаты обновляются. Дальше у нас add peer, это у нас тут у меня все разделено, ну, несколько юз-эффектов, я просто не хотел, чтобы все юз-эффекты были в одной куче, оно было бы вообще нечитабельно тогда.
Вот у нас этот AppPeer, вот handle new peer, и мы, получается, запускается он у всех одновременно, тех, кто в комнате. То есть у всех он запускается. То есть вот у нас создается RTCP Peer Connection. Тут вот добавляется это все в объект один. Так как мы не хотим постоянно менять этот connection, нам это надо, чтобы оно не менялось, так как это поток, то у нас оно просто иммутабельный. Мутабельный. Мы объект создаем RTCP Peer Connection и ice сервера передаем ему FreeIce. FreeIce это вот просто дает рандомный нам stand turn сервер для нашего WebRTC application. Довольно очень удобная штука. Тут мы сейчас это одно, это другое. Тут мы берем просто два трека этих, устанавливаем их, добавляем эти два трека в Peer Connections наш, как, и у нас срабатывает on track. Сейчас. Срабатывает этот on track. Тут устанавливаю сложная немного логика уже, подзабыл немного. Добавляется клиент, у нас local state. То есть каждому у нас per элементу мы устанавливаем вот remote stream этот. Так, сейчас. Тут я и сам постоянно путаюсь. Сейчас. Ну, то есть мы когда вот берем треки, у нас срабатывает он трек. Ну, когда мы добавляем трек, у нас это срабатывает. Два трека, потому что видео и аудио. Это у нас, если долгая задержка. Ну, вот мы устраиваем remote stream, получается, устанавливаем из того, что мы получили. Также вот если мы создаем оффер, вот мы тут создаем оффер, потому что мы тех, кто, например, подключается. И мы устанавливаем local description этому офферу. Ну, то есть устанавливаем peer connections, local description, этот оффер. И уже у нас срабатывает relay SDP. Но когда... Сейчас. Секунду. Да. И также... и на create offer. Нет, это когда мы кандидата присваиваем. Так, ладно, это пока не важно. То есть сервер у нас срабатывает relay SDP. Сейчас. Я уже немного запутался. Вот, когда мы ставим local description, да, у нас срабатывает еще onIce кандидат. Нам надо же передать когда наш ice кандидат, поэтому он emitит у нас relay ice. И вот этот relay ice SDP, то есть у нас наш SDP, наш ice. В SDP у нас по сути как бы поток наш, наши именно данные полезные, которые мы передаем. А в ice это уже данные те данные, которые нам нужны для того, чтобы приконнектиться. Ну, то, что мы делали со станом. Вот. И мы тут к каждому клиенту, то есть мы вошли в комнату, и мы теперь куда мы вошли, мы каждому клиенту теперь раздаем наш поток, и каждому клиенту раздаем наш ice кандидат. И вот. Теперь. Вот у нас это лишнее. Юзернейм это тоже не лишнее. Но не важно. Теперь, когда мы получаем эти данные, вот мы мы тот клиент, который уже сидели в комнате, вот мы получаем вот этот запрос на получение потока чего-то видео. И мы вот устанавливаем как remote description.
То есть вот тут мы уже на вот этом моменте, то есть вот мы сделали это, создали оффер, вот мы ставим remote description, да, remote description. Сейчас тут это для совместимости у нас. Если у нас это оффер, то есть это если мы тех, кто коннектимся, то мы... сейчас что-то запутался. Да, если это был оффер, да, я вспомнил. Если это тот, кто коннектился, он же отправляет всем оффер. Получается, если мы получаем оффер, то нам надо на этот оффер ответ отправить. Вот тут мы проверяем и уже создаем ответ на этот оффер. То есть это вот у нас уже... надо вообще вырубить это, а то оно будет лагать. Так. Вот мы, получается, создаем этот answer и добавляем его в local description. И уже отправляем тоже этот SDP. Emitting relay SDP. И тоже отправляем его. И всем отправляем этот ответ. То есть только юзеру, который коннектится. Вот. И ICE кандидат тоже у нас точно так же по аналогии, как тут. Вот этот ICE кандидат. Remote description и local description уже сделали. Нам надо ICE кандидат теперь. То есть вот тут мы уже добавляем ICE кандидата, который мы получили. Ну и по сути вот так вот оно работает. Когда еще тут логика того, когда мы отключаемся. Это такое, мы просто удаляем, нам надо удалять все пиры, закрывать все коннекшены, для того, чтобы у нас потом не было проблем, когда мы реконнектимся. Так. Это получается, скорее всего, все уже. Тут запутанный очень код, я постоянно не могу его сам... Дня 2 пройдет, я уже заново начинаю в нем практически разбираться. Но он работает. Потом, кому интересно, скину ссылку на гид. Посмотрит, может быть. Может, что-то подскажет. Мне было бы тоже интересно. Так что, если там есть вопросы, то можете их задавать. Хотя уже прошло довольно-таки много времени, так что надо уже выключаться. Encoder, декодер, насчет этого вопроса, как я понял, это, скорее всего, программы, которые находятся. Сам как-то не интересовался насчет этого, но я понял, что, скорее всего, это... немного могу и про это, P9, там не сильно сложно. Там суть в том, что вместо того, что, как я рассказывал до этого, то, что мы отправляем, например, 30 картинок какого-то там качества, и это довольно-таки напряжно. VP9, получается, решает эту проблему так, что вместо того, чтобы отправлять прям полностью 30 картинок, которые у нас имеются, он отправляет разницу между ними. То есть есть картинка и разница между ними, которая произошла. Это очень сильно разгружает, уменьшает размер, но тут уже возникают проблемы, когда мы двигаться начинаем видео. Если видео очень сильно быстро меняющиеся элементы какие-то, там на качелях катаемся, всякое такое, то уже начинает у нас все покрываться в квадратике, битрейт, потому что уменьшается. То есть повышается битрейт,
И получается, что пропускная, ну, надо больше пропускная способность, и из-за этого оно понижает качество. Может быть, даже видели такое на ютубе, когда если какое-то включить видео, на котором очень много частиц всяких, то там просто с ума сходит это все шифрование, потому что там все, каждый пиксель меняется, и оно просто начинает слишком большой видеопоток. Такое. Ну да, это VP9. То есть, если сидеть просто говорить, и у тебя только двигается рот, то там вообще сжатие будет просто большое очень. Все так. Ну, если вопросов, думаю, нет никаких больше. Там можно было хорошо про пакеты еще и начал рассказывать, там тоже много чего интересного, но это бы тоже затянуло, ну, про то, как пакеты можно, способы того, как их получить, потому что у нас с UDP довольно интересная история, то что оно все-таки теряются они, а нам, нельзя, нам категорически нельзя, чтобы хоть какой-то пакет терялся, потому что там эти пакеты у нас, они, как это, keyframe и interframe, то есть получается вот как комиты в гите, они у нас, если мы потеряем какой-то комит посередине, то у нас все остальные комиты после него будут бесполезны. Точно так же с пакетами. Но это уже будет такое тоже отдельная тема, которую долго говорить. Ну, поэтому, если нет вопросов, то спасибо всем за внимание. Я, конечно, немного... Google. Да не, вообще, да. Не знаю. Просто какая-то там компания такая. А у них, они, наверное, у них, скорее всего, продукт просто был с этим связан. Я, в принципе, там на все ответил, но по ним конкретно вот WebRTC я не знал. Ну, это очень полезно, потому что я встретился то, с чем до этого не работал. Так как когда вот ты конкретно работаешь с этим WebRTC, оно как-то вся фронтом, можно сказать, больше чувствуешь, что ты работаешь так все. Даже не фронтом, еще и бэком. Это довольно-таки интересная тема, связанная с протоколами. Про протоколы тоже, в принципе, очень можно много что рассказать. Их есть разные, есть свои можно написать. У Хрома есть свои, там у Стима, например. То есть про тот же HTTP протокол можно много что рассказать. Ну, короче, да. Поэтому, думаю, буду заканчивать. То есть, я думал, я еле-еле думал, 20 минут будет, пытался растянуть, а в итоге что-то уже прошло так много. Ну да, оно поначалу сложно, но надо посидеть подумать. Особенно с этим демо, тоже, мне тоже очень сложно. Все, ладно, спасибо вам за внимание. Удачной работы.